Саш, вот я хочу, допустим, внедрить сейчас себе CRM, к примеру. С чего мне нужно начать и как мне вообще определить, что мне нужно, какого уровня CRM, насколько там сложное мне внедрение нужно, что мне, то есть вот как мне подойти к выбору CRM-системы? Ну, нужно понимать в этом случае, что нужно, точнее, себе это иметь в виду, что IT-система, IT-инфраструктура обслуживает бизнес. Поэтому все, что делается в IT, CRM, ERP, там какие-то другие системы, SMS, IP-телефонии, они должны служить интересам бизнеса. Вот у вашего бизнеса есть какие-то цели, у вашего отдела продаж есть какие-то планы, есть какие-то способы там, лидогенерации, обзвона и так дальше. То есть перед тем, как внедрять CRM, вы должны сверху владелец компании, либо топовый менеджер посмотреть на эту систему и понять, что он хочет в ней улучшить. То есть он хочет, допустим, лидогенерацию сайта, ну я простые вещи говорю, там какие-то смс, что-то еще, какой-то новый способ коммуникации, там, диалога с клиентом, какие-то скрипты автоматизированные, чтобы продавец, допустим, сидел, а ему скрипт разговора вылазил перед глазами, чтобы ему не приходилось думать головой, а работать чисто по скрипту. Вы должны понять, какие из этих инноваций помогут вам улучшить, допустим, ваш клиент-сервис, и увеличить продажу, увеличить конверсию. То есть смотреть надо на показатели сверху. То есть когда вы понимаете, что здесь у нас там какая-то просадка, и нам нужно здесь сделать улучшение, с точки зрения бизнеса нужно понять, что мы должны сделать. Там, увеличить конверсию. Потом, каким образом можем увеличить конверсию? Мы опускаемся, что поможет ли нам IT в этом. Если мы понимаем, что IT нам поможет повысить конверсию там, за счет того же опросника, тех же смс, имейлов и так дальше, обмена с клиентом, новым способом коммуникации с клиентом, Viber, Telegram и так дальше. Мы понимаем, что этим способом мы увеличиваем конверсию или охват аудитории или там лояльность клиента, тогда мы решаем, какую мы CRM внедрим. Ну, я условно сейчас говорю, это очень узко, потому что часто, когда приходит бизнес, там техническое задание может 20 страниц занимать по всяким улучшениям. Но вот когда вы пришли к цели, что мы хотим вот таких-то изменений, или, допустим, я хочу, чтобы снижение риска. Вот очень классная штука, потому что когда у вас вся база клиентов находится на вашем сервере, в Excel, там неважно, или на вашей собственной CRM, то у вас огромное количество рисков потерять ваш самый главный актив, базу ваших клиентов. То есть сисадмин набухался, допустим, в воскресенье, в понедельник пришел, что-то не то нажал, и у вас все стерлось. Это реальный случай жизни, я не придумал только что. Либо есть администраторы, которые не добросовестные, он приходит какой-то подрядчик что-то делать, он ему дает супер админский пароль, то есть права на все. Ну, что просто ленивый, он отдает свой доступ, просто чтобы не потратить 2 минуты и не сделать доступ для третьего лица. Это третье лицо там что-то делает, уходит, а доступ где-то остается там в переписке. Попадает в руки там неблагонадежных людей, и появляется вирус в вашем компьютере, который зашифровал все данные. И мы утром сидим и ждем, кому заплатить, чтобы сервер начал работать. 2 случая в моей практике были у наших клиентов такое. Что касается облачной системы, то это, во-первых, намного надежнее, потому что информация многократно дублируется, но всегда нужно думать о рисках. То есть где хранить копию информации, каким образом предоставлять людям доступ к этой информации. То есть снижение рисков – это тоже бизнес-задача, чтобы не потерять клиентов, не потерять продажи. Ну, ты сам знаешь примеры, когда у нас CRM не работает 1 день, и мы теряем 10 тысяч долларов в продажах, только потому что сервер там упал по каким-то причинам. Поэтому риски надо прописать, то есть какие улучшения мы можем сделать по продажам, улучшение наших KPI, и какие риски мы можем, эта система позволить снизить. Часто мы ничего не улучшаем, просто снижаем риски. Потому что когда отдел продаж сидит у каждого свой Excel, то мы хотим эту информацию свести все в единую систему, мы по сути ничего не улучшаем. Мы снижаем риск потери наших клиентов, потери информации. А потом следующая надстройка, когда мы хотим уже бизнес-процессы автоматизировать, чтобы наши продавцы работали чисто по процессу и по скриптам, тогда мы там автоматизируем уже их работу. Это следующий шаг. Но первый шаг чаще всего это снижение рисков. Об этом тоже надо думать и не забывать, потому что это всегда остается как бы за кадром и за бюджетом. Никто не хочет тратить деньги на то, что ничего не произошло. Но когда это происходит, то затраты вырастают в разы. Нравится видео? Не забудь поставить палец вверх. Мышление в странах СНГ негативно настроено на вот эти все моменты, связанные со страхованием. То есть очень тяжело понять, да, что нужно заплатить за то, что может произойдет, а может не произойдет.
Вот, то есть, и это вот этот именно момент, он во всем проявляется. То есть у тебя проявляется, он проявляется точно так же, как в потреблении страховых продуктов, точно так же на моих проектах то же самое. Может произойдет, а может не произойдет, как бы, ну, как бы зачем за это платить? В жизни очень многие, я смотрю, что именно пользуются такими принципами. Хотя, когда это происходит, то есть мы платим в разы дороже, получается. Да, вот у нас, допустим, такая есть услуга, она очень дешевая, $20 в месяц стоит. Мы бэкапим данные клиента, которые находятся в CRM в облачной системе, на всякий случай. Вдруг там, не знаю, там материк Америка уйдет под воду и все данные потеряются. Не дай бог, конечно, но вдруг это произойдет, то у клиента будет копия его данных в любом случае. Услуга стоит $20 в месяц. Очень мало кто на это соглашается. То есть несравнимые как бы несравнимая защита от тех рисков, которые могут произойти. Ну, даже не будем там про Америку, там, пусть у них все будет хорошо, но, допустим, мне какой-то сотрудник, который неблагонадежный и который имел там супер доступ, тот же самый там IT-директор или сисадмин. Но люди разные, бывают ситуации разные. Он зашел и все данные удалил. Ну, такое тоже может произойти. Человеческий фактор никто не отменял, он самый на самом деле опасный по сравнению с остальными рисками. Я хочу сказать, что это достаточно высокий риск, потому что вся IT-структура любой компании, да, она пароли либо сисадмины, либо IT-директор, да, либо у него кто-то. То есть, соответственно, если любой конфликт с этим человеком рабочий, да, то ну, до такой ситуации очень, очень легко может дойти. Ну, на самом деле руководители... И я хочу сказать, что у нас были такие примеры. Да, у меня тоже были. И руководители, это как бы они понимают, но они как бы вот психологически не хотят эту проблему видеть. Ну, потому что они знают, как ее сложно довольно решать, с ней бороться. Они знают, как это делать, и они закрывают глаза, просто как будто этой проблемы не существует. Об этом тоже надо думать. И вот, кстати, у той же Zoho есть один из продуктов, это система хранения паролей. Их много, как бы, но это как бы система управления паролями внутри предприятия. То есть ты раздаешь своим сотрудникам эти все доступы, и в момент увольнения ты нажимаешь одну кнопочку, и все доступы у него исчезают. То есть это очень удобно. А в большинстве компаний человек уходит, и у меня такое было, мне через полгода звонят, говорят: Саша, какой там пароль от Киевстара, от нашего этого самого аккаунта. Знакомая ситуация, то же самое. По серверам, по доступам 1С у нас бывает... даже, извини, не от Киевстара, от LinkPay. То есть у меня был доступ к интернет-магазин, принимал платежи через LinkPay. У меня был туда доступ, и я мог оттуда выводить деньги на свой счет вообще не без всяких проблем. Давайте подведем итог. То есть определиться с CRM. Я должен определиться, какие задачи она мне должна решить. Правильно? Да, совершенно верно. Что я хочу либо улучшить, либо изменить, либо если автоматизировать текущую историю, которая у меня есть, да, то есть конкретно, четко для себя понять, что у меня должно происходить.